Привет! Сегодня очень полезное видео для тех, кто собирается путешествовать по Европе и планирует снимать дроном. Дело в том, что, планируя поездку в Швейцарию, я столкнулась с неожиданным сюрпризом. Имея дрон DJI Mavic Air 2S весом 595 грамм, я имею большие проблемы. Дело в том, что если вы планируете использовать в Европе дрон весом больше 250 грамм, который попадает в категорию A2, на вас накладываются определенные ограничения и обязанности, несоблюдение которых грозит вам внушительным штрафом в несколько тысяч евро. Самое неприятное, что есть множество зон, в которых дронами весом более 250 грамм летать запрещено. Эти зоны обозначены на карте ограничений полетов на сайте Федерального управления гражданской авиации Швейцарии. Обозначены они бордовым цветом. Привожу как пример Швейцарию, потому что именно эта страна интересовала меня. Но наверняка такие карты есть и для других стран, поскольку законы едины для всего Евросоюза. Кроме этого, есть менее значимые, но более хлопотные моменты. Во-первых, вам нужно зарегистрироваться как оператор дрона и получить регистрационный номер, который должен быть каким-то образом написан на самом дроне. Во-вторых, вам нужно пройти онлайн-обучающий курс по правилам эксплуатации дронов в Европе, сдать экзамен и получить сертификат. В-третьих, вам нужно иметь страховку для покрытия расходов в случае нанесения какого-либо ущерба. Внимание! Страховка должна покрывать 1 миллион швейцарских франков. Оформляется страховка в вашей стране. В общем, полная жопа. Ну, а что же мы имеем, если у нас дрон весом менее 250 грамм, который попадает в категорию A1? Во-первых, в зонах, обозначенных на карте бордовым цветом, этим дроном летать разрешается. Кстати, желтым цветом обозначены зоны, над которыми беспилотникам не разрешено летать вообще. Чаще всего это заповедники и зоны аэропортов. Во-вторых, чтобы в Европе летать дроном весом до 250 грамм, вам тоже нужно пройти регистрацию в качестве оператора дрона, получить регистрационный номер и обозначить им дрон. Ну и все. Сертификат получить желательно, но не обязательно. Ну и что вы думаете, я сделала? Правильно. Я зарегистрировалась на сайте, прошла экзамен и получила лицензию пилота БПЛА. Приятно познакомиться. Перед вами пилот Ирина. А пилотировать я буду вот эту малышку, купленную на днях. Ну что, полетаем?